Друзья, всем привет! Вы на канале Фактограф, а это значит, что сегодня вас ждет новый увлекательный выпуск. И поговорим мы о животных, которые пришли на смену динозаврам. Динозавры и млекопитающие появились на нашей планете практически в одно время. Но учитывая господство гигантских ящеров, млекопитающие того времени имели совсем небольшие размеры, были похожи на грызунов и вели ночной образ жизни. После того, как все динозавры вымерли, млекопитающие получили больше возможностей. Им удалось выжить благодаря своим небольшим размерам, которые позволяли животным прятаться в норах и питаться насекомыми. Млекопитающие стали постепенно вести и дневной образ жизни, ведь их жизням больше не угрожали хищные динозавры. Млекопитающие быстро приспособились к новым условиям и среде обитания. Их численность быстро росла, ведь потомство у млекопитающих появлялось намного чаще, чем у динозавров, каждые 2-3 года. Спустя время, когда на Земле стали появляться не только непроходимые джунгли, но и равнины, и степи, размеры млекопитающих стали увеличиваться. Давайте разбираться, какие же животные господствовали на планете после гибели динозавров. Ловите наш топ-10 животных, которые жили на Земле задолго до человека. Тилокосмил. Этот сумчатый саблезубый тигр имел размеры, как взрослый ягуар. У него была мощная челюсть внушительных размеров, но сила сжатия была существенно меньше, чем у леопарда. Для охоты это животное использовало свои острые клыки, впиваясь глубоко в свою жертву. Это были крупные хищники с длиной тела более 140 см и высотой до 60 см. Вес тилокосмила составлял от 60 до 110 кг. Внешне животные напоминали хищных кошек, но строение их было ближе к сумчатым. Мозг животного имел небольшие размеры и был довольно примитивен. Сумчатый тигр имел отлично развитую шейную мускулатуру, позволяющую с легкостью заглатывать свою добычу. В силу того, что эти животные не отличались скоростью, охотились они из засады или нападали на не слишком быстрых млекопитающих, например, ленивцев. Впервые останки тилокосмила были найдены на территории Аргентины в 1926 году. Юрамайя. Юрамайя — древнейшая известная науке плацентарное млекопитающее, которое обитало на планете. Так, появление плаценты у млекопитающих стало важнейшим событием и значительно увеличило шансы животных на выживание. Юрамайя — некрупное млекопитающее, внешне похожее на грызуна. Ученые смогли его отлично изучить по сохранившемуся скелету, который был обнаружен на территории Китая. Именно эта находка помогла ученым понять, что млекопитающие жили на планете еще на 35 миллионов лет раньше, чем предполагалось ранее. Амбулацет. Необычное животное амбулацет представляло собой некий переход между китообразными и наземными млекопитающими. Это был кит с лапами, а в переводе с латинского его название означает «кит, который ходит». Это было удивительное животное, которое отлично плавало и неплохо передвигалось по суше. Амбулацеты — довольно крупные хищные животные длиной до 3 метров. Они, как и современные крокодилы, отлично себя чувствовали и в воде, и на суше. Больше времени они проводили на берегу, греясь в солнечных лучах. Охотились в воде, нападая из засады. Жили на Земле более 40 миллионов лет назад. Эти животные имели длинную морду с большими зубами. Почти полный сохранившийся скелет этого животного был обнаружен на территории современного Пакистана. Пропалеотерии. Пропалеотерии — вымершие животные, которые являлись предками непарнокопытных. Существовали на планете более 40 миллиардов лет назад. Внешне они напоминали тапиров, но были меньше по размеру. В высоту достигали всего 30-60 сантиметров. Пропалеотерий имел передние лапы с 4 пальцами, а задние с 3. Принадлежали к травоядным млекопитающим, питались плодами, листьями, травой, реже насекомыми. Пропалеотерии обитали в основном в лесах. Окаменевшие останки этих млекопитающих были найдены на территории Европы и Китая.
Эмболотерий – еще один вид вымершего млекопитающего, который внешне был похож на современного носорога. Он имел довольно внушительные размеры, как крупный слон. Высота этих животных достигала 2,5 метров и более, и это только в плечах. Вес животного мог превышать 2 тонны. Они имели крупный костный рог, служивший животному для передачи сигналов. Обитали эмболотерии на территории Монголии, скорее всего, в болотистой местности, и питались водной растительностью. Дидикурус – необычное животное странного вида, вырастало до 4 метров в длину и весило около 1,5 тонны. Дидикурис – крупное существо с мощным хвостом, имеющим булаву с шипами на конце, которая весила более 70 килограммов. Такая мощная булава необходима была животному не только, чтобы защищаться от хищников, но и для сражений самцов в брачный период. Эти животными были травоядными, питались невысокой растительностью, травой, плодами, листьями. Обитал дидикурус на лугах в горах. Под его мощными пластинами на теле имелась жировая прослойка, защищающая животное от холода и голода. Это животное отлично приспособилось к той среде, в которой обитало. Гасторнис. Изначально ученые предполагали, что Гасторнис относится к роду первых хищников, которые жили после динозавра. Но, как оказалось, это животное не имело специальных крючковых когтей, указывающих на отношение к хищникам. Еще и анатомия его клюва говорит о том, что гасторнисы были огромными птицами, которые употребляли растительную пищу, питались листьями, плодами, корой, травой. Гасторнисы вырастали до 180-200 сантиметров и весили около 100 килограммов. Первые окаменелости этой нелетающей птицы были обнаружены в XIX веке, недалеко от Парижа. Эти птицы имели большой клюв, массивный череп, мощные ноги. Своим видом они были очень похожи на плотоядных птиц из Южной Америки, но свой мощный клюв, скорее всего, использовали, чтобы выкапывать коренья. Динотерии. Эти крупные животные в свое время уступали по размерам разве что мамонтам и гигантским носорогам. Динотерий мог достигать до 4,5 метров в высоту, весил более 13 тонн, а размер его черепа был более метра. Внешне он был похож на современных слонов, но не является родственником ни мамонтам, ни слонам. Эти млекопитающие имели загнутые вниз крупные бивни, расположенные на нижней челюсти, и хобот. Питались они растительной пищей, поэтому пока непонятно, как и зачем они использовали свои бивни. Одна из версий: с помощью бивней динотерий выкапывал корни и сгибал ветки деревьев, чтобы достать до листьев. Впервые окаменелости этого животного были найдены еще в XIX веке на территории современной Германии. Изначально это животное изобразили с бивнями вверх, но дальнейшие находки скелета и черепа динотерия смогли расставить все на свои места. Кости динотерия находили на территории Молдовы, Болгарии, Румынии и на западе Кении в Африке. Анализ зубов и бивней этих животных показал, что они обитали скорее в лесах вблизи водоемов и рек, а не в саванне. Базилозавр. Эти крупнейшие китообразные хищники своего времени жили на Земле более 45 миллионов лет назад. Базилозавры были просто гигантами. Самцы вырастали до 21 метра в длину. Добычей этого монстра нередко становились даже киты и их детеныши. Поведение базилозавра очень схоже с поведением современных касаток. Необычная часть тела этого животного — рудиментарные задние ноги, которые достигали 60 сантиметров, и очень длинный скелет из-за удлинения позвонков. Эти китообразные жили в верхних слоях океана и не способны были погружаться на большую глубину. Базилозавры предположительно были одиночками ввиду отсутствия у них социальных способностей. Некоторые ученые считают, что базилозавр может до сих пор обитать в океанах и морях, и что многие принимают его за морского зверя. Сегодня останки этого суперхищника палеонтологи находят на территории Африки. Индрикотерий. Индрикотерий – доисторический родственник носорогов. Эти травоядные животные считаются самыми крупными млекопитающими в истории нашей планеты, обитающими на суше. Они достигали 5 метров в высоту, около 8 метров в длину, а вес мог превышать 17 тонн. Эти гиганты жили на Земле около 30-20 миллионов лет назад. Их окаменелые останки были найдены в Азии. Индрикотерий имел длинную мощную шею с небольшой головой.
Его передние конечности были длиннее задних, а длина стопы доходила до полуметра. Обитали они в пустынных районах, лесах и болотистых местностях, питались листьями, ветками и травой. Это была наша десятка удивительных животных, которые господствовали на Земле после динозавров. Многие из них имели просто гигантские размеры и удивительный внешний вид. Какое из этих вымерших животных удивило вас больше других? Делитесь в комментариях, ставьте лайк, если видео было полезным, и подписывайтесь на канал, чтобы узнать еще больше интересных фактов. До новых встреч на канале Фактограф.